Эта история произошла с мужчиной по имени Олег. Он проживал в маленьком поселке, где каждое утро просыпался от птичьего щебета и свежего воздуха. Олег был обычным работником на местной фабрике, но его работа была его страстью. Он собирался каждый день и с большим энтузиазмом отправлялся на работу. Олег любил свою работу, потому что она давала ему чувство удовлетворения и смысла. Он был талантливым и ответственным работником, всегда выполнял свои обязанности с высоким качеством и точностью. Коллеги уважали его за его профессионализм и преданность работе. Олег был не только хорошим работником, но и заботливым семьянином. Вечерами он проводил время со своей женой и детьми, помогая им во всем, что только мог. Он был любящим мужем и заботливым отцом. Все в поселке знали Олега и уважали его как надежного и ответственного человека. Он был примером для многих, показывая, что с постоянным трудом и преданностью своему делу можно достичь успеха и быть счастливым. Олег был счастлив, потому что он нашел свое призвание в своей работе и находил удовлетворение в каждом своем дне. У Олега была также любящая жена, с которой они жили уже долгие годы. Они были друг другу опорой и поддержкой. Вместе они преодолевали все трудности и радовались жизни. Одним из самых любимых занятий Олега были долгие и увлекательные прогулки вдоль живописной реки. Он наслаждался всеми ее прелестями и восхищался ее неповторимым спокойствием и невероятной красотой. Весенние дни для него были особенно прекрасными и волнующими. Ледяная поверхность реки начинала трескаться под натиском солнечных лучей, а великолепная природа просыпалась от долгой зимней спячки, оживая и наполняясь новой жизнью. Олег с восторгом наблюдал за процессом пробуждения природы, восхищаясь ее преображением и радуясь каждому маленькому чуду, которое происходило вокруг него. В такие моменты он чувствовал себя частью этого волшебного мира и полностью погружался в его атмосферу, наслаждаясь каждым мгновением и запечатлевая все красоты в своей памяти. И вот однажды, в один из таких весенних дней, Олег гулял вдоль реки, наслаждаясь теплыми лучами солнца и запахами цветущих деревьев. Вдруг его взгляд упал на собаку, которая барахталась в воде, пытаясь выбраться на берег. Олег сразу понял, что собака нуждается в помощи. Он, не раздумывая, бросился к реке, чтобы спасти животное. Олег не обращал внимания на холодную воду, он только думал о том, как спасти собаку. Он расталкивал глыбы льда, которые преграждали ей путь, и, наконец, смог дотянуться до нее. Он схватил ее за ошейник и вытащил на берег. Собака, благодарная за спасение, лизнула Олега и зажмурилась от удовольствия. Олег понял, что судьба привела их вместе и решил приютить эту собаку у себя дома. Он назвал ее Джеком, и они стали неразлучными друзьями. Джек принес много радости в жизнь Олега и его жены. Он был всегда рядом, поддерживал их в трудные моменты и радовался каждому новому дню. Олег и Джек проводили много времени вместе, гуляли по полям и лесам, исследовали окрестности поселка. Однажды Олег и Джек решили отправиться в путешествие вместе. Они собрали важные вещи и отправились в долгое путешествие по разным уголкам страны. Они посетили горы, побывали на море, провели ночи у костра под звездным небом. Каждый новый день приносил новые впечатления и приключения. Олег понял, что его жизнь стала еще более насыщенной и интересной благодаря Джеку. Они стали не только хозяином и питомцем, но и настоящими друзьями, которые всегда поддерживали друг друга. А когда Олег и Джек вернулись в поселок после долгого путешествия, они были встречены с радостью и улыбками. Жена Олега рада была видеть их обоих целых и невредимых. Она заметила, как сильно изменился ее муж благодаря собаке. Олег и Джек продолжили наслаждаться каждым моментом жизни вместе. Они гуляли вдоль реки, любуясь ее красотой, и с улыбкой вспоминали тот день, когда их судьбы пересеклись. И они знали, что ничто не может разлучить их, ведь они были друзьями навсегда. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.